Война картелей против мексиканского правительства. Беспорядки продолжаются уже почти сутки. Ультиматум США Ирану. 48 часов на отказ от ядерной программы. В Тегеране, кажется, решили не соглашаться на условия Трампа. Переговоры Украины и России продолжатся на этой неделе. Залужный ответил на вопрос о своей политической карьере. Орбан, Фицо и дружба. Словакия и Венгрия предъявили Украине ультиматум, от которого Европа в шоке и возмущении. США требуют от Китая ограничить разработку и производство ядерного оружия. И метель в Нью-Йорке, город парализован. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Мексике ликвидирован самый разыскиваемый наркобарон страны – Немесио Осигуера Сервантес, известный как Эль Менчо. Он возглавлял картель «Халиско Новое поколение», одну из самых мощных преступных структур Латинской Америки. Операция прошла в городе Тапальпа. В Вашингтоне подтвердили, США оказывали разведывательную поддержку. Но ликвидация Эль Менчо обернулась волной насилия. В штате Халиско вспыхнули беспорядки. Поджоги автобусов, магазинов, перекрытые трассы. По данным мексиканских властей, по всей стране картель установил более 250 блокпостов в 20 штатах. Большинство уже уничтожены, но напряжение сохраняется. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум была эвакуирована на один из кораблей мексиканского военно-морского флота. Госдепартамент призвал американцев не покидать дома и отели в ряде регионов. Несколько авиакомпаний приостановили рейсы в Пуэрто-Валарту. Туристы оказались в подвешенном состоянии. Особое беспокойство вызывает Гвадалахара, столица штата, где через несколько месяцев должны пройти матчи чемпионата мира по футболу. На стадионе Акрон запланированы 4 игры, включая встречу сборных Мексики и Южной Кореи. В соцсетях уже звучат вопросы: безопасно ли проводить турнир? Не стоит ли перенести матчи в США или Канаду? FIFA пока молчит. Эксперты предупреждают, смерть Эль Менчо может спровоцировать новую фазу эскалации. По словам аналитика Давида Саусидо, речь шла не просто о задержании, а о целенаправленной ликвидации. А в криминальном мире такие удары не остаются без ответа. Сегодняшние поджоги и блокады – это, по сути, демонстрация силы. Попытка парализовать экономику и ударить по имиджу государства. Возможен ли сценарий открытого противостояния картеля и властей? Такой риск не исключают. Мексика получила передышку без Эль Менчо. Но цена этой операции может оказаться высокой. И для безопасности, и для международной репутации страны накануне мирового футбольного форума. В Иране новая волна антиправительственных протестов. Студенты 5 университетов вышли на улицы в Тегеране и Мешхеде. Это новые демонстрации после волны антиправительственных выступлений, которую исламистский режим подавил с особой жестокостью. Тем временем США угрожают возможным военным ударом, собирая мощную военную группировку в регионе. Авианосец USS Gerald R. Ford направляется в регион Средиземного моря, где уже сосредоточены силы ПВО, военные корабли и подводные лодки. Все необходимые силы должны быть на местах к середине марта. Однако Трамп намекал, что может начать действовать и раньше. Накануне США дали Ирану 48 часов на формирование позиции по отказу от ядерной и ракетной программы и вывозу всего обогащенного урана за пределы страны. В настоящее время мы находимся на этапе формирования нашей позиции, и мы надеемся, что в течение следующих 2-3 дней на встрече, о которой объявил доктор Аракчи, мы сможем провести еще один раунд переговоров. Любые переговоры, цель которых — заставить одну сторону в одностороннем порядке принять требования другой, неизбежно обречены на провал. По крайней мере, в случае с Ираном такой подход, безусловно, не принесет результатов. Продолжение переговоров не принесет нам никакой пользы. Переговоры выгодны для нас, когда они приводят к результату. Наш народ находится под давлением и сталкивается с трудностями, вызванными несправедливыми санкциями, введенными против Ирана под предлогом ядерной проблемы. Поэтому разум, логика и мораль диктуют нам необходимость как можно быстрее отменить эти санкции. Противоречия и противоречивые позиции, занимаемые различными американскими официальными лицами, представляют собой серьезное препятствие в ходе переговоров. Я не думаю, что кто-либо сможет превратить это в угрозу. В то же время опасения новой войны на Ближнем Востоке усилились после слов американского посла о библейском праве Израиля на часть территорий. Иран считает, что подобные заявления могут вдохновить Израиль на новые действия против населения сектора Газа, поддерживающего группировку Хамас. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина надеется на новый обмен пленными с Россией уже на этой неделе. «Работаем над этим. Значительная цифра, больше, чем в прошлый раз», — отметил он. По его словам, новый раунд переговоров о мире может пройти 26 и 27 февраля.
Главной темой остаются территории. Россия продолжает настаивать на контроле над Донбассом. Напомним, 18 февраля в Женеве завершился очередной раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России. Зеленский признал, что прогресс есть только по военным вопросам, в частности, по мониторингу прекращения огня с участием США. По данным Axios, переговоры зашли в тупик из-за позиции Москвы. Однако спецпосланник США Стив Уитков сообщил о существенном прогрессе. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг публикацию The Economist о разногласиях в украинской переговорной команде, назвав ее оскорбительной. Он подчеркнул, что делает все, чтобы каналы коммуникации с США и Россией работали одинаково. Буданов добавил, что дискуссии были непростыми, но важными, а глава российской делегации Владимир Мединский назвал их сложными, но деловыми. Следующая встреча затронет вопрос управления оккупированной Запорожской атомной электростанцией. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем сделал заявление, которое может вызвать бурную реакцию в Минске и Москве. В интервью оппозиционному белорусскому изданию «Зеркало» Зеленский заявил, что Беларусь должна стать членом Европейского Союза, и это будет исторически справедливо. Кроме того, Зеленский заметил, что Украина уничтожила часть ретрансляторов для навигации дронов «Шахед». Но Москва продолжает использовать технологическую поддержку с территории Беларуси. Кроме того, Зеленский добавил, что НАТО должно рассматривать размещенные в Беларуси российские комплексы «Орешник» как легитимную военную цель. Я всегда относился с большим уважением к Беларуси, к белорусскому народу. Россия всегда хотела втянуть Беларусь в это. Втянуть людей, и чтобы люди, белорусы, военные и белорусы, воевали против украинцев. И уже нельзя сказать, как мне раньше говорил Лукашенко, после начала полномасштабного вторжения, что ракеты полетели, и они здесь стояли давно, и мы это не контролируем, и запуск не контролируем, и так далее. То есть сейчас у вас находится та или иная технология, та или иная техника, которая поможет и Украине, и сегодня всей Европе. Поэтому все это большой риск для Украины, точно. И я считаю, что это большой риск для Беларуси. Не говорим о народе. Но тем не менее, когда ракеты летят, белорусы должны понимать, что погибают украинцы, и для них Беларусь в этот момент — это союзник агрессора России. Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время общения в Chatham House уклонился от вопроса о президентских амбициях, хотя опросы показывают его главным соперником Зеленского. Напомним, ранее в интервью Associated Press Залужный рассказал о чувстве угрозы во время рейда силовиков в 2022 году и косвенно обвинил Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году. На встрече в Chatham House он пошутил: «Есть департамент, который каждое утро думает, что сегодня думает Залужный». Мое имя появлялось в новостях чаще, чем изменения в лондонском прогнозе погоды. Честное слово. И порой с такой изобретательностью, что мне начинает казаться, будто существует отдел, который каждое утро просыпается с мыслью, что сегодня думает Залужный, даже если сам он еще не знает. Чтобы ответить на этот вопрос, мне следует пойти в один из замечательных пабов этого города и обсудить это там. Это, по сути, разговоры в пабе или баре. Плохо, когда вопросы внутренней политики Украины выходят на международный уровень. Так быть не должно. Это должно быть табу. Я говорил об этом неоднократно. Чтобы ответить на первый вопрос уважаемого корреспондента BBC, нам следует хотя бы понять, как можно разрешить ситуацию. И в нынешнем положении ничто не дает мне даже малейшего шанса подумать о том, что произойдет после войны. Когда она закончится, когда в Украине отменят военное положение, и вы начинаете думать о том, что такое военное положение, это очень необычная ситуация. И военное положение будет отменено, как только мы восстановим нашу страну. Только тогда мы сможем обсудить мое личное будущее. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза собрались за день до 4-й годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Главная тема заседания – 20-й пакет санкций против России. В самом начале дискуссии глава МИД Германии Йохан Вадефуль призвал Будапешт отказаться от блокирования нового пакета, поскольку единство Евросоюза сейчас принципиально. Европейская комиссия представила 20-й пакет санкций против России в начале февраля. Ключевая мера – полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. В список добавят еще 43 танкера. Всего их станет 640. Планируется ограничение на покупку новых судов и обслуживание газовозов и ледоколов, в дополнение к уже действующему запрету на импорт сжиженного газа в страны Евросоюза. Под финансовые ограничения попадут еще 20 российских банков и криптоплатформы, через которые, как считают в Брюсселе, обходят санкции. Под прицелом и банки в третьих странах. Также предлагаются новые экспортные и импортные запреты на сотни миллионов евро и механизм против реэкспорта чувствительных технологий.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, если Украина в понедельник не возобновит поставки нефти, он обратится к словацким компаниям с просьбой прекратить аварийные поставки электроэнергии Киеву. Соответствующее требование он опубликовал в соцсетях в субботу и повторил в видеообращении в воскресенье вечером. Завтра я посещу государственную компанию СЕПС и попрошу ее прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину. Если президент скажет нам, что мы должны покупать газ и нефть где-то еще, кроме России, даже если это сложнее и дороже, и мы теряем много денег, то мы имеем право ответить. Венгрия хочет, чтобы Украина немедленно возобновила поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». И до тех пор, пока это не произойдет, Будапешт будет блокировать следующий пакет санкций ЕС против России и решения, важные для Киева. Нефтепровод «Дружба» не подвергался никаким российским атакам. Сам трубопровод не пострадал. И в настоящее время нет никаких физических причин и препятствий для возобновления поставок. Вот и все. Это чисто политическое решение Украины. Это чистый шантаж Венгрии с целью изменить нашу позицию по отношению к Украине, членству в ЕС и всему подобному. Конечно, они скоординировали это с нашей оппозицией, поскольку мы находимся на этапе подготовки к выборам. Очевидно, что они координируют свои действия с Брюсселем, но мы не готовы это терпеть. Поэтому мяч на стороне Украины. Спросите украинцев, когда они собираются возобновить поставки нефти в Венгрию. Пока этого не произойдет, позиция Венгрии не изменится. Мы не ненавидим Украину. Проблема в том, что украинское государство ненавидит Венгрию. И последние 10 лет оно проводит антивенгерскую политическую политику. Украина ведет себя крайне враждебно по отношению к Венгрии. Спросите украинцев, почему они прекратили поставки нефти в Венгрию. Спросите украинцев, почему они ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Почему они не возвращают права венгерской национальной общине. Почему они подвергают опасности нашу энергетическую безопасность. И мне очень любопытно, каким будет их ответ. Я также должен информировать парламент о том, что беспрецедентно в истории нашей страны наш восточный сосед, Украина, которая находится в состоянии войны, с 27 января блокирует поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». Сообщаю уважаемому собранию, что правительство изучило ситуацию и установило, что технических препятствий для возобновления поставок нет, и что решение о том, запускать ли снова нефтепровод, остается за Украиной. Становится все более очевидным, что это открытый политический шантаж. Хорошо известно, что дипломатические отношения между Венгрией и Украиной достигли низшей точки. Украинцы требуют, чтобы Венгрия отказалась от российской энергии, давала деньги Украине и поддерживала членство Украины в Европейском Союзе. Более того, украинцы открыто угрожают венгерскому правительству и лично его лидерам. Сообщаю собранию, что национальное правительство не поддастся никакому шантажу. Страны Евросоюза, скорее всего, не смогут согласовать новый пакет санкций против России на встрече в понедельник. Об этом заявила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас. По ее словам, продолжающееся сопротивление со стороны Венгрии делает достижение консенсуса маловероятным уже на ближайшем заседании министров иностранных дел. Завтра исполняется 4 года с начала этой ужасной войны, поэтому, конечно, будет обсуждаться 20-й пакет санкций. Но, как вы все знаете, я думаю, сегодня прогресса в этом вопросе не будет, хотя мы обязательно предпримем шаги. Затем также будет обсуждаться, о чем нам следует говорить с русскими. Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы принять этот пакет санкций и протолкнуть его. Я говорила с государствами-членами, которые также собираются поднять этот вопрос и убедить страны, блокирующие введение санкций. Мы также ищем способы, как это можно сделать. Но поскольку мы услышали очень резкие заявления из Венгрии, я, к сожалению, не вижу, чтобы они изменили свою позицию сегодня. Знаете, меня больше всего шокирует то, что пока Украина защищается от мощи российской армии, венгры ведь раньше понимали, каково это. Будапешт, между прочим, дважды захватывали в 20 веке, один раз Красная армия. Я ожидал гораздо большей солидарности со стороны Венгрии с Украиной. Я удивлен позицией Венгрии. Мы обсудим это с нашими венгерскими коллегами. Я считаю неправильным, что Венгрия предает свою борьбу за свободу и европейский суверенитет. Поэтому мы еще раз обратимся к венграм с нашими аргументами
как в Будапеште, так и, конечно же, здесь, в Брюсселе, чтобы попросить их пересмотреть свою позицию. Мы, немцы в частности, очень многим обязаны Венгрии. Мы это знаем, и мы также знаем, что в конечном счете Венгрия всегда выбирала свободу, и это должно быть правильным направлением и сейчас. Я считаю, что слишком много предложений о переговорах с Россией могут лишь создать впечатление, что еще больших уступок можно добиться еще большим упорством, а это был бы неверный сигнал. Конечно, мы должны быть готовы к переговорам, и президент Зеленский готов к переговорам. Но Россия по-прежнему должна показать, что она действительно что-то даст Украине. Я бы сказал, что в этом году это по-прежнему актуально. Европа должна быть на стороне Украины. Мы поддерживаем Украину. Президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стуб встретились в Париже накануне 4-й годовщины начала полномасштабной войны России против Украины. Оба президента обсудили, как усилить поддержку Украины и надавить на Россию, чтобы прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру. Последний раунд переговоров Украины и России в Женеве, напомним, завершился без прорыва, но США допускают возобновление переговоров в ближайшие недели. Ситуация в Украине, безусловно, остается одним из важнейших вопросов для нас, для нашей собственной безопасности. И наша решимость продолжать поддерживать Украину непоколебима. Во-первых, посредством постоянной финансовой и военной поддержки. Мы по-прежнему привержены выполнению кредита Европейского Союза Украине в размере 90 миллиардов евро. 60 миллиардов евро будут направлены на финансирование поставок военной техники и укрепление наших основ промышленного производства и обороны, при этом предпочтение будет отдано украинской и европейской промышленности. И со своей стороны я хочу сказать, что я полон надежды, когда говорю, что я полон решимости, потому что знаю, что политические обязательства и обещания, данные на последнем заседании Европейского Совета, будут выполнены. Иначе быть не может. Я постараюсь высказаться по-французски, что не всегда просто для северных варваров, которые очень плохо говорят по-французски. Но так или иначе, сейчас война длится уже 4 года, плюс 8, то есть 12 лет. На мой взгляд, Путин не выиграет эту войну, но и мира заключить не сможет. В этом и заключается дилемма, с которой мы сейчас сталкиваемся. На мой взгляд, для Путина это стратегический провал. Он очень хотел, чтобы Украина была частью России. Но это не так. Во-вторых, он не хотел расширения НАТО. И теперь у нас есть Финляндия и Швеция. И вдобавок ко всему, Путин хотел сократить оборонный бюджет НАТО, и теперь он составляет 5%. Так что это действительно стратегический провал для Путина. Это также военный провал. Он теряет много солдат. И это также экономический провал. Поэтому, на мой взгляд, мы должны продолжать поддерживать Украину в военном и экономическом плане. Права человека под ударом по всему миру. Об этом в Женеве заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, выступая на открытии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций. Гутерриш сказал, что международное право все чаще игнорируется. Система защиты прав человека работает в режиме выживания. Финансирование сокращается, гуманитарные потребности растут, а мирные жители продолжают страдать. От Судана и сектора Газа до Украины. Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк добавил, мир переживает самую жесткую борьбу за власть и ресурсы со времен Второй мировой войны. Права человека подвергаются полномасштабной атаке по всему миру. Верховенство права подавляется силой. И это наступление происходит не из тени и не неожиданно. Оно происходит на виду у всех и часто возглавляется теми, кто обладает наибольшей властью. По всему миру права человека целенаправленно, стратегически, а иногда и с гордостью, оттесняются назад. Мы живем в мире, где массовые страдания игнорируются, где люди используются в качестве разменной монеты, где международное право рассматривается как простое неудобство. Конфликты множатся, а безнаказанность стала заразой. Это происходит не из-за недостатка знаний, инструментов или институтов. Это результат политических решений. Кризис уважения к правам человека не является единичным случаем. Он отражает и усиливает все остальные глобальные проблемы. Гуманитарные потребности стремительно растут, а финансирование сокращается. Завтра мне предстоит выступить перед Советом Безопасности по случаю 4-й годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, где погибло более 15 тысяч мирных жителей. Давно пора положить конец кровопролитию. В начале этого месяца я выступал перед Комитетом по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, рассказывая о вопиющих нарушениях прав человека, человеческого достоинства и международного права на оккупированной палестинской территории. Нынешняя ситуация, очевидно, ясна и целенаправленна. Решение о создании 2 государств разрушается средь бела дня. Международное сообщество не может этого допустить. На мировой арене разворачивается ожесточенная борьба за власть, контроль и ресурсы с невиданной за последние 80 лет скоростью и интенсивностью. Люди чувствуют себя потерянными, тревожными
и неуверенными. Механизмы глобальной власти смещаются, и последствия неясны. Некоторые из них сигнализируют о конце мирового порядка в том виде, в каком мы его знаем. Договор о нераспространении стратегических наступательных вооружений, действие которого закончилось в феврале и на продлении которого настаивает Кремль, будет плохой сделкой для человечества. Это заявление советника госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия. Кристофер Йеу подробно прокомментировал позицию Дональда Трампа. В новый договор об ограничении ядерного оружия нужно включать Китай, который становится мощной угрозой. На момент подписания договора СНВ-3 Китай обладал лишь около 200 ядерных боеголовок. Сейчас Пекин движется к тому, чтобы к 2030 году иметь делящийся материал, необходимый для создания более 1000 ядерных боеголовок. Эта угроза усугубляется российской помощью китайским реакторам CFR-600, в рамках которой Россия передает в программу высокообогащенные урановые топливные сборки, способные производить делящийся материал, необходимый Китаю для расширения ядерной программы. Мы не могли принять предложение сохранить некоторые из основных ограничений договора СНВ-3, требуя от Соединенных Штатов ограничиться двусторонними ограничениями с Россией. Особенно в условиях, когда Москва помогает Пекину наращивать потенциал по увеличению размеров своего арсенала и тем самым оказывает повышающее давление на потребности США, это является определением плохой сделки. Северо-восток Соединенных Штатов накрыл сильнейший зимний шторм. В некоторых местах выпало более 55 сантиметров снега. Ветер до 110 километров в час, сильный снег и метель парализовали работу транспорта. В Нью-Йорке действует запрет на все поездки. По дорогам могут передвигаться только машины экстренных служб и коммунальщики. Более 5000 авиарейсов отменены, сотни тысяч домов остаются без электричества. Штаты Нью-Йорк, Делавэр, Массачусетс, Нью-Джерси, Коннектикут, Род-Айленд и Пенсильвания объявили чрезвычайное положение. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани призвал жителей оставаться дома. Школы закрыты в большинстве штатов. Часть зданий в Нью-Йорке переоборудованы в пункты обогрева. Метеослужбы предупреждают, что уровень снега может достигнуть 60 сантиметров, прежде чем шторм двинется на восточное побережье Канады.